Здравствуйте! Как я уже говорил в одном из своих видеоблогов, 24 января 2024 года в 11 часов 15 минут в селе Яблоново Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолет российских военно-космических сил Ил-76. 26 января 2024 года Путин на встрече со студентами-участниками СВО в Санкт-Петербурге озвучил свою версию инцидента. По версии Путина Ил-76 был сбит украинским ПВО иностранного происхождения. Это не могло быть ни при каких обстоятельствах дружественным огнем, как в таких случаях говорят, потому что самолет был поражен системами ПВО, не армейскими какими-то средствами ПЗРК и так далее, а именно ракетами ПВО. Это видно по элементам поражения. А наши системы ПВО, как сказал Путин, по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоят системы свой-чужой, и сколько оператор на кнопку бы не нажимал, наши системы ПВО не сработали бы. Горящая на воре шапка – это уже такое амплуа России, которое стало уже притчей во языцах. В чем проблема? Во-первых, проблема в том, что известно, что 26 февраля 2022 года российский корабль дружественным огнем уничтожил свой самолет в акватории Черного моря. То же самое произошло 14 января 2024 года, когда тем же дружественным огнем над Азовским морем был уничтожен самолет разведки А-50 и поврежден Ил-22М. По инцидентам 14 января версии ВСУ и Российской Федерации расходятся. Россия утверждает, что это дружественный огонь, а ВСУ считает, что это их работа. Как бы там ни было, но российский телеграм-канал Fighter Bomber утверждает о том, что в СВО, к сожалению, самым страшным и самым опасным врагом для ВКС стало наше ПВО. Оно всегда бьет в спину, от него невозможно защититься или как-то его предусмотреть или учесть. Как говорят, никогда такого не было, и вот опять. И вдруг Путин рассказывает, что российское ПВО просто не может осуществить пуск по своим самолетам. Вранье Путина уже стало всем надоедать. То он заявляет, что их там нет, говоря о якобы отсутствующих российских военнослужащих в украинском Крыму и на Донбассе после 2014 года, а впоследствии оказывается, что на самом деле они там таки были. То он говорит, что не собирается нападать на Украину в 2022, а после этого 24 февраля напал. Вот и теперь он говорит, что это не может быть дружественным огнем, и что были зафиксированы пуски 2 ракет с территории подконтрольных киевскому режиму в 11 часов 10 минут. Поражение летательного аппарата произошло через 2-3 минуты. Но вот российский военный эксперт Алексей Леонков в интервью Донецкому агентству новостей заявляет о том, что по самолету попало несколько ракет. Некоторые говорят 2, другие 3. И таким образом, если была 3-я ракета, а с украинской стороны зафиксирован пуск 2, то становится понятным, что 3-я ракета, выпущенная в полетную зону Ил-76, была как раз тем самым дружественным огнем, которым были поражены российский самолет 26 февраля 2022 года, а 14 января 2024 года российский А-50 и Ил-22М. Итак, что мы имеем? Ракет могло быть 3. 2 пущены с территории Украины, 3-я с территории России. Если пуск 3-й ракеты состоялся,
то это значит, что система распознавания «я свой самолет» либо дала сбой, либо была выключена, либо была умышленно перенастроена российской стороной без уведомления экипажа Ил-76. Кроме всего прочего, в момент захода на посадку в Белгороде звучала воздушная тревога. В русле этой версии остается выяснить, какие из ракет были пущены раньше – украинские или российские. Если украинские, то российская ракета была запущена либо по Ил-76, либо по украинским ракетам, либо по Харькову. Если российская, то украинские были запущены по российской ракете, оказавшейся в полетной зоне Ил-76. Следствию остается выяснить, была ли третья ракета и в связи с чем была объявлена в Белгороде воздушная тревога в момент посадки Ил-76. Во всяком случае, вопросов больше, чем ответов, а очередное вранье Путина стало опять видно всем и причем невооруженным взглядом. Для этого не нужна никакая голая вечеринка.